Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня мы будем шить такие брючки прямого силуэта на стройненькую фигуру с обхватом бедер 105, обхватом талии 72. Длина сидения в моем случае 25 сантиметров, по боку 103 сантиметра, по шагу 77. То есть это и так понятно, 25 плюс 77. 103 сантиметра. Шить мы будем такие брючки на подкладке. Подкладка хорошая, вискозная. И почему будем шить на них? На подкладке, потому что это твид. Очень хорошего качества, но в любом случае при носке он будет растягиваться в тех проблемных местах, на коленях, в районе ягодиц. В любом случае этого не избежать, нужно постоянно будет приутюживать и придавать форму. Подкладка сдержит. Так как это сейчас очень-очень модно, брюки именно из твида, я, конечно же, их буду шить и покажу вам обработку края твида подкладкой. Скорее всего, это будет метод Гонконг, скорее всего, но может быть просто подкладкой и запакую внутри все швы. Это я еще точно не решила. В любом случае, это будет интересно. Использовать мы будем молнию металлическую, она сюда очень хорошо подходит. Опять же, я построила базовую конструкцию брюк. Как построить ее? У меня есть на канале все ссылки под видео. Ничего сложного. Самое главное, что к обхвату бедер я добавила прибавку 5 сантиметров. Если это будет большая прибавка, я, конечно же, на примерке ее уберу. Тот, кто следит за моим творчеством, знает, как я строю. Все очень просто. Передняя половинка уже, задняя половинка, естественно, шире. Значит, вот этот клин в 2 раза плюс 1 сантиметр больше, чем передний клин. Это длина сидения. Вот. И обязательно я измеряю линию шага для того, чтобы не ошибиться с длиной брюк. И по высоте подъем делаю в зависимости от выпуклости ягодиц. Конечно, отшиваю макет обязательно и потом использую эти лекала в дальнейшем пошиве. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну, конечно же, смотрите видео дальше. Я начинаю кроить. Перед тем, как вы будете раскраивать из основной ткани, ткань нужно обязательно продекатировать и пройти паром. Это очень важно, чтобы ткань дала правильную усадку. То же самое нужно сделать с подкладкой. Из основной ткани не буду показывать, выкраивайте обычным способом, как я всегда крою брюки, очень часто показываю себя на канале, посмотрите, пожалуйста. Всегда делаю швы где-то в районе 1,5 сантиметров, делаю примерку и после этого все распарываю по намеченным линиям. И вот именно эти детали я буду укладывать таким же способом, как уложила лекала, на подкладку и с отступом где-то в 2,5 сантиметра по краям, с учетом ваших припусков, вот 2,5, вырезать детали нужно будет шире. Это нужно для обработки швом Гонконг. Конечно, на этом пункте я очень внимательно остановлюсь. Соединение пояса с верхом я тоже остановлюсь, может быть район гульфика, но все подряд показывать не буду, потому что брюки, как обычно, шьются одним и тем же методом постоянно. Итак, приступаем к раскрою. Если у вас такой же маленький размер, как у меня, всего лишь 105 сантиметров по бедрам, то достаточно взять 1,30 м, максимум 1,40 м ткани. Вот здесь вот еще ляжет пояс.
Вот, это если без карманов, вот такие достаточно простые брюки, у вас все поместится. Но если же бедра больше, то нужно брать 1,5 длины. И тогда будет смещение. Вот, например, вот так это будет выглядеть. Сейчас я вам покажу. Вот так. И чем больше размер, тем половинки будут больше расходиться. Вот так. Тем больше ткани потребуется. Это для тех, кто спрашивает, сколько нужно ткани. Эта ткань 1,40 м. Вот, если у вас 1,40 м, а объем бедер у вас 105 сантиметров, вот больше размер сюда не влезет в одну ширину. Сейчас непосредственно я буду выкраивать из одной ширины, и у меня остается, и скорее всего что-нибудь еще придумаем, что сшить из замечательного твида. Он очень моден в этом сезоне. Детали я выкроила. Вот так они выглядят. Это задняя половинка, это передняя половинка. Обратите внимание, я уже поверху наклеила флизелин полностью с одной, с другой стороны, по спинке и по переду, перед стачиванием выточек. Это важно, потому что выточки не выдержат нагрузки, их нужно усиливать. Использовала вот такой бумажный тонкий флизелин, достаточно прочный. После этого я покажу на задней половинке. То же самое нужно сделать на передней. Переднюю уберу, чтобы было видно. Укладываю и очерчиваю все линии необходимые. То есть вот так выточку разрезала, отмечаю ее. И по этим линиям сметываю для примерки. То же самое делаю по спинке. И с этой стороны все аналогично. Сметываю и по всем срезам смету для того, чтобы сделать примерку. Если меня удовлетворяет и не нужно никаких носить изменений, вот тогда я все распарываю и выкраиваю подкладку с припусками на 2,5 сантиметра шире. Итак, примерку я сделала, все отлично, выкройка отработанная, ну я была уверена в этой выкройке. С чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что эта ткань слегка колется. Вот. И поэтому тот метод Гонконг, который я хотела использовать, он бы не дал совершенного закрытия края. И непосредственно эти брючки я буду шить полностью на подкладке до самого низа, до самого заворота. Это позволит их носить очень комфортно. Вот. Поэтому выкраиваю подкладку. Вот я распорола полностью, видите? Брюки после примерки, укладываю, ну я показываю на лекалах, так как никаких уточнений я не вносила, оставляю обычные свои 1-1,5 сантиметра и точно так же собираю брюки в таком же варианте, как и верх. Все то же самое. У нас изнаночки будет лицо, то есть изнанками вовнутрь. Вот такая вещь. Итак, я подкладку выкроила, и подкладку нужно собрать точно так же, как и основное изделие. Я об этом сказала. Длина подкладки должна быть такая, как длина брюк по выкройке. А вот этот заворот, он будет только у основной детали. На месте передней выточки будет просто защип, вот такой. Просто намечаем, а заднюю выточку стачиваем. То есть мы собираем практически полностью брюки из подкладки. Теперь важным моментом сделать гульфик. Гульфик выглядит следующим образом. Это одна деталь из основной ткани, и ее нужно обязательно продублировать. И подкладочная, потому что колется ткань, и нужно со стороны подкладки внутренней части, чтобы ничего не кололо. Вот. И заготавливаем его следующим образом. Так как это у нас именно женская сторона, нужно, чтобы снизу была подкладка, здесь ровная, здесь будет притачиваться молния, и обтачиваем, складываем лицо с лицом, и обтачиваем на машине гульфик, и выворачиваем, приутюживаем обязательно.
Так выглядит обработанный откосок. Вот таким образом. И теперь его еще дополнительно нужно отстрочить по краю на 0,1. Отстрочили. И на ровную сторону, на вот эту сторону, укладываем молнию, выпускаем вверх то, что нам не нужно. Здесь оставляем вот такой участок, ну, практически уравниваем. Вот эти части можно будет завернуть. Вот, поэтому выпускаем немножко вверх. И теперь меняем положение иглы. И по краю делаем закрепляющую строчку и притачиваем непосредственно саму молнию к откоску. Так как гульфик будет обрабатываться уже после соединения с подкладкой, поэтому я вам показываю, как заготавливается откосок заранее. Итак, при сборке брюк обязательно нужно учесть, так как у нас сейчас не будет подкладка стачиваться вместе с основным изделием, я уплотнила все швы, то есть проклеила их где-то по 1,5 сантиметра, вот так от края везде. Низ обязательно продублировала, на который буду заворачивать, подгибку широкую на всякий случай оставляю. И везде все швы вот так дублирую полоской из бумажного флизелина. То же самое делаю по всем швам по среднему. Вот здесь рассекаю, чтобы выложилось ровно. По шаговому, по всем швам. И еще по краю настрачиваю строчку так, чтобы флизелин соединился с твидом и не осыпался, потому что он очень-очень осыпается. Обязательно сделайте это. Сначала проклеили и потом по краю дали строчку просто стабилизирующую, которая соединит флизелин и край твида. И так все швы. Вот. А после этого, вот смотрите, собираем шаговый, разутюживаем, потом собираем боковой, совмещаем все рассечки, которые на метке ставили, разутюживаем шов обязательно. Это у меня осталось после примерки, я все разутюживала. И то же самое делаем на подкладке. И затем на участке среднего шва будем обрабатывать, запаковывать гульфик в подкладку. Это важно. Как я уже сказала, подкладка будет подходить к самому низу, к самому сгибу. Вот. И мы сделаем точно так же, как в жакетах. Притачивать будем по низу подкладку. Хочу показать, что очень важно сравнить, когда вы по шаговому соединили вверх, вот как он выглядит, и теперь подкладку. Укладываем все ровненько, совмещаем все швы, и они должны совпасть. На уровне гульфика мы будем останавливать. Вот, совмещаем все остальные. Вот здесь вот у нас будет просто складочка. Выточки не будет, чтобы не натягивала. И все шовчики совмещаем. Они должны быть, подкладка должна быть, ну, на 0,5 чуть-чуть шире, чем основная, потому что она должна немножко при растяжении верхней ткани играть совсем чуть-чуть, вот здесь вот на попе. Так что швы, которые вы будете делать на подкладке, можно сделать с одной стороны на 3 мм уже и с другой стороны на 3 мм уже. И вот
вниз, когда мы спустимся, подкладка должна доходить вот до сгиба, по которому будет подшит низ. Вот так. И когда мы пришьем подкладку к низу, то именно вот эта разница даст небольшой наплыв, как в жакетах. Сейчас я хочу показать очень важный момент. Прежде чем мы будем приступать к гульфику, кверху, мы сначала обработаем низ. Как правильно осноровить подкладку относительно подгибки? Я делаю так. Это не классический способ. Смотрите. Подогнула подгибку. Вот, заутюжила. Тут продублировала, как я уже сказала. Теперь уравняла шаговый срез. Уравняла боковой, вот, выпустила подкладку, я ее кроила практически такой же, как и сама основа верхняя, вот. И вот смотрите, что получается. Если мы будем пришивать, уравниваем срезы, сантиметровый шов сделаем, и именно такую мы и хотим подкладку с таким вот напуском, потому что колени будут сгибаться, и когда будем садиться, низ будет поддергиваться. Для этого я вам советую, вот загнули, на 2 сантиметра выпустили, а если лучше, то выкроили такую же подкладку, как можно на сантиметр короче, сейчас покажу. Буквально на сантиметр короче, чем ту подгибку, которую вы запланировали. Кроим минус 1 сантиметр от брюк, которые хотим. И все. И теперь нам нужно уложить лицо с лицом, шов с швом, вот так, боковой с боковым. Соединяем. И вокруг, как рукава, когда шьем жакет, обтачиваем вокруг. Отдельно одну колошинку и отдельно другую. И затем по вот этим швам закрепляем. Можно клеевую паутинку проложить и приутюжить низ. Вот я уложила лицо с лицом, совместила швы, сколола иголочками и сантиметровым швом соединяю. Аккуратно здесь вот иголка. Прохожу иголку и вокруг даю строчку. По-хорошему, мы должны вытаскивать иголки. Здесь тоже. Все плавно перераспределяем. Я имею в виду посадочку, которая получается. И возвращаемся в эту же строчку. И так как у меня уже уточнен низ, и мне не нужно потом равнять, вот что я делаю, смотрите, вот боковой, я его складываю вот так, либо вручную, либо на машинке закрепляю. Ну, я, скорее всего, это делаю, буду сейчас на машинке, аккуратно вот так пальчиком зажимаю и делаю закрепку. С одной стороны, потом переворачиваю, нахожу второй шов, вот так складываю, так как заутюжено мне уже удобно, пальчиками зажимаю, переворачиваю и делаю закрепку до строчки, конечно же, не перестрачиваю, то есть до вот этой строчки, по которой мы соединяли.
И вот что в итоге получается. Вот такой заутюженный уже низ. И я сейчас выверну подкладку. Покажу, что с лица. То есть сначала мы низ делаем, а потом все остальное. Вот тут вышли ниточки. Их осторожненько обрезаем. Твид очень сыпучая ткань. И поэтому я советую обязательно все шовчики проклеить. Так выглядит. Теперь приутюжить же все это нужно обязательно. И если плохо лежит, то изнутри подлазим, клеевую паутиночку укладываем и приутюживаем. А вот с лица вот такой низ брюк. И когда у нас опустится подкладка, она опустится до середины подгибки. И этого будет достаточно, чтобы не тянуть подкладку на коленях. Вот так. Вот, собрала я брюки, вложила подкладку наверх, снизу сами брюки. Так выглядит низ. И теперь нам нужно дальше соединить по среднему. И будем обрабатывать гульфик. Сначала соединяем подкладку, укладываем, соединяем шов. И вот здесь закалываем по шаговому срезу. В сторону спинки вот так аккуратно переворачиваем и скалываем по среднему срезу. И подкладку стачиваем до шва, вот до этого шва. То же самое делаем на основной детали. Все одинаково. По среднему шву соединила, шов разутюжила. Вот так это выглядит. А со стороны переда не сшито еще. Вот. И то же самое получается с подкладкой. Она соединена по низу. Вот таким же образом. Шов здесь не обязательно разутюживать, можно заутюжить в одну сторону. И теперь наша задача по гульфику, по правой стороне, вот этот участок обтачать. Я укладываю лицо с лицом. Для этого нужно, конечно же, все осноровить, выровнять. Детали должны быть абсолютно одинаковые. Уравнять по боку. Соединить иголочкой. И дать строчку по цельнокроенному вот этому гульфику. И дать строчку вот сюда. Вот обтачать. И в эту строчку, которую мы сделаем, дадим рассечку от угла. Вот так. Итак, уложила по краю и где-то строчу на 0,5, на 0,7. Вот у меня на подкладке даже осталась строчка. Здесь, конечно же, внизу уложила и приколола. Все очень объемно, показывать на камеру неудобно, но все же. Вот видите, линия здесь. Я теперь строчу. Теперь я разворачиваюсь и дохожу до линии вот здесь, до иголки. Вот что получается. Иголку убираем. И теперь нужно в этот уголок сделать рассечку для того, чтобы все у нас аккуратно вывернулось. Берем ножницы. И вот так рассекаем. Вот. И подкладку в том числе. Не до самого конца, миллиметр не доходим. Рассекаем. И теперь всю эту конструкцию аккуратно выворачиваем.
Вот что у нас получается. Шов приутюживаем. И вот так будет выглядеть с изнанки сам гульфик. С одной стороны вот что получилось у нас сейчас. И оставляем в таком состоянии. Теперь вот другой участок укладываем точно так же. Уравниваем все срезы. Вот взяли, уравняли. И вот здесь остановили. Мы же вырезали одинаково, а нам нужно сделать так, чтобы с одной стороны было на сантиметр, на 1,5 короче. И вот этот участок я останавливаю. В этой ситуации правильным будет уложить вот здесь. А все остальное мы отрежем. Укладываем и точно так же, как и с другой стороны, на 0,5 где-то строчим. Все скользит, конечно. Мне под камерой совершенно неудобно это делать. Для чего я это делаю? Для того, чтобы не использовать оверлок. Для того, чтобы края были все запаяны внизу. И в эксплуатации не обтрепывались. Все, я это притачала. Можно обрезать, можно не обязательно. И теперь точно так же выворачиваю и приутюживаю. Вот что получается на данном этапе. Вот так подкладка. Вот так средний шов, срез банта у верха. И нам теперь нужно подлезть со стороны изнанки. Вот так. Уравнять срезы. Они у нас стачены вот от серединки. Мы попадаем в эту строчку. Уравниваем теперь все срезы, чтобы они у нас идеально совпали. И даем строчку до рассечки, которую мы делали. Вот до этой рассечки. Чуть-чуть дальше. Я сейчас попытаюсь. Просто не очень удобно показывать. Здесь аккуратно все раскладываю. Уравниваю срезы. И вот то место, докуда я строчу. Отворачиваю немножко в сторону. И здесь закрепка. Подкладку пока не трогаем. Вот так у нас получается. Вот с лица. Вот что получается. Вот. И теперь нам нужно притачать гульфик к этой стороне, вернее откосок вот здесь. И потом, как обычно, обработать все аналогично. Приметываем к этой стороне откосок. Его можно прям вот так в шов и пришивать. Вот такая будет обработка с этой стороны аккуратная. Вот, прикалываем. Все поправляем, приметываем, кто не может. Я, скорее всего, поменяю лапку. Все, я поменяла на однорожковую. И теперь завожу аккуратно. Вот этот край обработанный обтачкой. И стараюсь притачать его. Вначале закрепку. Вдоль молнии.
Молнию мы, конечно, потом отрежем. Вот что получается. Вот. А теперь накладываем сверху вот этот участок и определяемся, на какой ширине должна быть пришита молния. Отмечаем себе вот то место, где будет пришита молния, переворачиваем и притачиваем молнию, можно на этой же лапке, по краю. Вот так. Конечно же, это все можно приметывать. Вот так смотрится гульфик с изнанки. С лица покажу чуть попозже. И не забываем, что у нас осталась нестаченная подкладка. И здесь именно то время, когда мы должны подлезть изнутри. Я извиняюсь, все черное, причерное, не все видно. И точно так же соединяем подкладку на вот этом участке. Гульфик прячем вовнутрь. Если не получается, маленький участок дострачиваем, а здесь немножко вручную. Но на подкладке здесь по-другому не сделаешь. И я постараюсь аккуратно подлезть. Вот здесь остановлюсь, если что, вручную. Вот так. Выворачиваю все на лицо. Теперь все шовчики уравниваем вот здесь. И подкладочку, которая получается вместе с откоской, вот этим обтачкой, заворачиваем, закалываем по намеченной линии. Нам только остается отстрочить. Вот так выглядит гульфик с лица. Мы здесь вот прокладываем строчку отделочную. Вот так. И вот так он смотрится с изнанки. Вот. Вот здесь маленький участок. Вот здесь, буквально под гульфиком, куда мы не долезли, но он закрывается откоском. И вот такая красота получается. Значит, намечаю и настрачиваю. Когда будете настрачивать, не забывайте отворачивать вот этот откосок в сторону. Здесь я уже показывать не буду. Это обычный уже способ. Вот здесь. А сам откосок в сторону отворачиваем, закалываем и даем строчку по лицу. Вот этот участок я до иголочки растрачиваю. Расстегнув молнию, ставлю закрепку. Теперь на данном этапе можно приутюжить. Теперь застегиваем молнию. И теперь вот этот участок, вот этот, нитку можно вытащить, ту, которую я сметочную проложила. Вот этот участок вместе с откоском уже пришиваем. Поправляем, чтобы ничего не попало. Вот она. И настрачиваем. Поправляем все. Все, гульфик готов. Все иголочки вытаскиваем. Так он смотрится с лица. Сейчас с изнанки покажу. И вот так аккуратно он смотрится с изнанки.
Прежде чем пришить пояс, нужно соединить подкладку и основное изделие. Для этого вот здесь я сразу намечаю ровную линию, чтобы четко попасть вот в эту точку. Открываю молнию и начинаю прокладывать стабилизирующую строчку поверху на крупном стежке. На ширину лапки. Этот шов, эта строчка не будет видна. Иголки убираем. И вот так вокруг аккуратно все прокладываем. И затем выкраиваем пояс по длине верха брюк и по желанию с заходом или без него. Заготавливаем пояс. Я отрезала полоску ткани основной 6 сантиметров длиной, так как у меня нижняя часть пояса будет из подкладки, так как он колючий, я хочу, чтобы было мягенький, приятный. Вот, и нам нужно его продублировать и сформовать. Для этого длина моего пояса получилась 90 сантиметров, потому что будет заход и на гульфик тоже, на откосок заходит. Поэтому что мы делаем? Нам нужно сформировать таким образом, чтобы я беру утюг, включаю и делаю форму вот такую. То есть приподнимаю, это центр, это бока. И вот таким образом формирую с одной стороны. То же самое делаю с другой стороны, форму эту же придаю. Можно оттягивать сразу две. В общем, четвертую часть пояса нужно вот так приподнять. Видите, образуется пузырик, его нужно сутюжить. Чтобы форма была вот такая. Тогда пояс будет очень красиво прилегать к талии. Вот, и это еще не все. Теперь находим лицевую сторону, ну, по-моему, вот это вот изнаночная, и с помощью флизелина точно так же проклеиваем его. На вот этом участке, там, где образуется пузырь, разрезаем и заворачиваем. Вот таким образом формируем пояс. Вот образуется пузырик, точно так же. Но это я так делаю. Может быть, есть какие-то другие способы. Наверняка я делаю так. Я показала вам, как делается с одной стороны. То же самое я сделаю с другой стороны. И поверху вот здесь проложу еще стабилизирующую строчку. И здесь тоже проложу стабилизирующую строчку. И точно так же все приутюжу. В моих закромах я нашла еще вот такую тесьму поясную. Для мужских брюк используют. И я точно так же придаю ей форму. Это будет у нас нижний пояс. Точно так же вот так по дуге ее формую. Вот что получается. И теперь пояс имеет вот какую форму. Точно такую, какую я сделала из основного воротника. Вот. Ну и теперь я беру, накладываю этот пояс только по верху, вот здесь. Вот так беру и настрачиваю где-то на 5-7 миллиметров, даю строчку. Заворачивать не хочу, поэтому просто настрочу вот так по краю.
Пояс пристрочила нижний. И теперь видите, какая форма пояса. И теперь я сворачиваю по верху и заутюживаю. И он получается и жесткий в то же время, и не колючий. И форма у него такая же, как я хочу. Вот, это будет по переду, по спинке ровно. То же самое с этой стороны. Я его заутюживаю. Излишки отрежу. И формирую вот таким образом по всему краю. Как пришивается пояс, много раз показывала. Здесь показывать не буду, потому что брюки очень объемные. Самое главное, запомните, что сначала заготавливается вот этот уголок, мы складываем на лицо и стачиваем. Вот этот край подшивать не нужно, вон какой есть. То есть мы пришиваем к лицу, вот так. Затем огибаем и сверху настрачиваем уже на саму тесьму. Получается красивый вот такой пояс. Все, брюки готовы. Так они выглядят с лица. Здесь подкладка. С этой стороны тоже. Значит, что у меня не получилось? Не получилось вот эту тесьму оттянуть нужным образом. Пришлось разрезать и закрыть атласной тесьмой. Но внешний вид это не испортило. Поэтому как получилось, так и получилось. Не используйте вот эту поясную ленту в таких вариантах, когда нужно, чтобы все прилегало, не подходит. Это работа над ошибками, одним словом. Значит, молния, кульфик, внутри молния. И давайте вывернем наизнанку. Практически брюки-пальто на подкладке. Вот смотрите, все как выглядит. Все аккуратно. Внизу вот так. Вот такие брюки получились. Но без подкладки их носить практически невозможно. Колется и некомфортно. Поэтому те, кто планирует шить себе такие брюки, обязательно ставьте на подкладку. Ну, может быть, не до самого низа, как сделала я, но подкладка здесь нужна обязательно. До колена как минимум. Если вам понравился мастер-класс сегодняшний, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И, конечно же, шейте, радуйте себя и своих близких. Всем удачи!